Китайский автопром продолжает удивлять своими амбициями, и на этот раз в исполнении Chery, которая расширяет линейку Jetour новым брендом. В сегодняшнем видео пойдет речь о Zunhen G700, массивный рамный внедорожник, который станет флагманом нового суббренда и нацелен на премиум-сегмент. Перед запуском в продажу, который ожидается до конца этого года, G700 прошел серьезную серию испытаний. Его не щадили ни в грязи, ни на склонах, ни в воде. Инженеры проверили не только проходимость, но и герметичность кузова, погружая авто в водоемы. Все ради того, чтобы убедиться, кузов герметичен, а техника справится с любыми условиями. Для этого внедорожника разработана продвинутая гибридная система с полным приводом и уникальной ходовой частью. Среди фишек – функция «танковый разворот», которая позволяет почти на месте развернуть автомобиль. Потенциально серьезный игрок в мире люксовых внедорожников. А может, просто дорогая игрушка с Востока, которая старается казаться круче, чем есть на самом деле. Давайте разберемся вместе. Тут действительно есть о чем поговорить. Давайте начнем с того, что рамный внедорожник G700 – это первая модель нового премиального бренда Jetour под названием Zunhen. В планах у компании выпустить еще пикап F700 и самый роскошный внедорожник G900. Дизайн G700, честно говоря, вызывает сразу ассоциации с топовыми моделями внедорожников. И как часто бывает в последнее время у китайских производителей, новый кроссовер нацелен конкурировать с такими мировыми моделями Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado. Но по технике и визуально он сильно напоминает перелицованного Leopard 5 от BYD. Высокий капот, плоская крыша и запаска на распашной двери – настоящие атрибуты классики внедорожников, но поданные с современной аккуратностью и лаконичностью. В конце концов, сегодня внедорожник – это не просто внешний вид, а серьезный набор технологий и возможностей, которая должна соответствовать амбициям. На сегодняшний день известно, что внедорожник будет предлагаться минимум в 7 цветах кузова – коричневом, синем, черном, белом и серебристом металлике, а также в оранжевом и сером матовых оттенках. Давайте теперь посмотрим на габариты этого автомобиля. Длина – 5198 мм, ширина – 2050, высота – 1956, а колесная база – 2870 мм. На новой платформе компании стоит пневматическая подвеска с регулируемым дорожным просветом от 150 мм в стандартном положении до 320 в максимальном и системой адаптации жесткости амортизаторов CDC. К тому же тут 3 блокировки дифференциала, настоящий внедорожный арсенал. Углы въезда и съезда в стандартном положении 30 и 25 градусов соответственно, что позволяет машине смело преодолевать любые препятствия на пути. Автомобиль комплектуется 20-дюймовыми колесами, а для любителей приключений предусмотрена возможность установки внедорожной резины. Весит автомобиль от 3 до 3,2 тонн, в зависимости от комплектации, а с полной нагрузкой почти 3,7 тонны. И, кстати, масса буксируемого прицепа до 2,5 тонн. Под капотом гибридная установка CDMO параллельного типа, где буква «О» явно указывает на внедорожные способности. В основе 2-литровый турбомотор на 211 сил и 340 ньютон-метра. Установлен продольно, отличается тепловой эффективностью 45,5% и при необходимости может напрямую приводить передние колеса через двухступенчатый редуктор. Но чаще всего он работает как генератор, заряжая литий-железо-фосфатную батарею. Электромоторов 2, один спереди на 284 силы, другой сзади на 408. Совокупная отдача 762 силы и 795 ньютон-метра. Разгон до сотни 4,6 секунды. Это отличный результат, особенно если вспомнить, что речь идет о тяжелом внедорожнике. Максимальная скорость ограничена на 180 км в час. Батарея от Kettle встроена непосредственно в раму емкостью 34 кВт-часа, что позволяет проезжать до 116 км на электротяге. И это еще не все. Автомобиль поддерживает быструю зарядку с 20 до 80% всего за 10 минут. Бензобак у машины большой, на 100 литров, а в гибридном режиме, по данным производителя,
расход топлива составляет 1,4 литра на 100 километров. В итоге смешанный запас хода достигает 1400 километров. Модель прошла испытания в самых непростых условиях – на горных дорогах и бездорожье. Это доказывает ее способность уверенно справляться с любыми вызовами. Фирменная интеллектуальная система полного привода XVD, уже знакомая по другим автомобилям бренда, автоматически распределяет крутящий момент, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой в любой ситуации. А если дорога вдруг закончится рекой, не переживайте. Zunhen G700 умеет не просто плавать, а уверенно преодолевать водные преграды в специальном режиме плавания. Автомобиль может находиться в воде до 40 минут и двигаться со скоростью до 4,5 узлов. Это чуть больше 8 км в час. Благодаря подводной навигации и герметичному салону, выдерживающему давление воды до 20 килопаскалей. В арсенале G700 есть функция, известная как танковый разворот, когда автомобиль разворачивается практически на месте. Если для европейских брендов это звучит впечатляюще, то в Китае такие технологии уже не вызывают удивления. Chery делает ставку не только на внедорожные возможности, но и на комфорт. Премиальный сегмент все-таки требует своего. В салоне сразу ощущается внедорожный характер. Кожа, замша, металлические вставки – все сделано с акцентом на брутальность и удобство. Для G700 можно выбрать либо пятиместный вариант, либо шестиместную версию с отдельными капитанскими креслами во втором ряду. Особенность салона – большое количество физических кнопок, что в наши дни не так уж и часто встречается у китайских моделей. Но самое интересное – это огромный панорамный дисплей, который растянулся вдоль лобового стекла и играет роль многофункциональной приборной панели. Похожий экран под названием Hyper Vision недавно показывали в электрическом кроссовере Xiaomi YU7. Кстати, обзор на него у нас есть на канале. Центральным элементом управления стал 15,6-дюймовый сенсорный экран, отвечающий за основные функции автомобиля. За звук отвечает аудиосистема Lexicon с объемным звучанием. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный экран, а контент можно передавать по беспроводной связи. В топовых версиях G700 на крыше появится сенсор LiDAR. Это позволит автомобилю использовать систему автономного вождения ADS 3.0 от Huawei. А спутниковая связь – это гарантия, что даже в самых удаленных и глухих местах внедорожник всегда остается на связи. Цена на G-Tour Zunhen G700 пока держится в секрете, но точно можно сказать, дешевым он не будет. Официальная презентация назначена на лето в Дубаях, и именно там, скорее всего, раскроют все детали и объявят стоимость. А это однозначно говорит о серьезных амбициях G-Tour на мировом рынке. Итак, новый внедорожник G700 – это не просто копия, а внедорожник с характером и амбициями. Внешний дизайн выглядит, конечно, знакомо, салон обещает удобство и комфорт, а мощность мотора приятно удивляет. Конечно, остаются вопросы. Насколько высоко будет качество сборки и оправдает ли цена ожидания? Это не идеал, но, можно сказать, очень близко к нему. G700 как смелый новичок, который решительно врывается в элитный клуб и говорит: «Дайте мне шанс показать, на что я способен». Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.